Друзья, традиционная рубрика «В лес с умной овчаркой». И мой сегодняшний рассказ будет о дальневосточном лакомстве, которое вы можете наверняка встретить на рынках в мае, на рынках Дальнего Востока и Китая. Речь пойдет о рахисах папоротника орлика, который растет на территории всей России и используется в пищу уже очень-очень много лет. Абсолютно съедобный и безопасный папоротник, если его правильно приготовить. Давайте собирать. Вот, друзья, мы на полянке, где растет папоротник орляк. Его сложно спутать с другими папоротниками, поскольку он имеет очень такие отличительные рахисы. Молодые рахисы папоротника в мае только проглядывают сквозь листву и должны быть не выше 20 сантиметров. Обламывать их стоит вот примерно в таком состоянии, пока они еще не раскрытые. Вали, это рахис папоротника орляка. Ты будешь его есть? Так, умная овчарка плохого не посоветует. Пока моя умная овчарка не съела весь папоротник, я предлагаю его собрать. Я обламываю вот такой вот рахис и собираю их в пучок. В мае, когда на Дальнем Востоке собирают промысловую черемшу и продают на рынках ее в большом количестве, также собирают и орляк. И вот в таком виде его продают. Либо в свежем виде для жарки, варки супов, консерваций, также и в виде квашеном и соленом, потому что рахисы используют потом на протяжении всей зимы. Мы же с вами будем готовить простое блюдо, мы с вами его будем жарить. Очень вкусный грибной аромат получается. Да, Валя? Валя уже вот попробовал, например, папоротник. Пока он его весь не съел, мы будем заготавливать. Да, Валек? Большой нос. Признак того, что сейчас самое время собирать рахисы орляка, это то, как они ломаются, с каким звуком они это делают. Вот послушайте, как они хрустят. Сочные, свежие, очень вкусные и полезные рахисы я собираю прям вот так вот пучками. Стараюсь находить прям молоденькие. Чем моложе рахис, тем он вкуснее и полезнее, даже вот с такой белой частью. Напомню, что у рахисов орляка вкус грибов при приготовлении. Но даже если вот вы их в сыром свежем виде понюхаете, вы удивитесь, пахнет прям вот белыми грибами. Удивительный запах свежих весенних грибов. Видите, как много у нас здесь в этом году папоротников выросло. Что, мы с Вайлей набрали папоротниковых рахисов орляка. Я повесила их вот так вот на корзинку, потому что внутри корзинки я собираюсь собрать другую траву, чтобы не занимать место. Очень удобно носить с собой какие-нибудь веревочки и перевязывать пучки трав так, чтобы они не занимали много места. Папоротник орляк – такая же неотъемлемая часть культуры питания жителей Дальнего Востока, как и осенний сбор, например, брусники. Но важно знать, что папоротников бывает много видов, и в нашей полосе чаще всего встречается кочедыжник женский. Именно его чаще всего представляют себе, когда говорят и слышат слово папоротник. И в лесу вы точно совершенно встречали именно кочедыжник. Вот так растет у нас на болотах кочедыжник женский. Видите, это папоротник, который скручивается вот в такие тугие рахисы. Давайте посмотрим, сравним их с папоротником орляком. Видите, здесь такие вот тройные как бы кулачки, а здесь скрученные рахисы с характерными вот такими вот чешуйками. Вообще в литературе часто встречается информация о том, что кочедыжник женский тоже съедобен, но ни одного действительно практически используемого рецепта я не нашла, да и обычно его избегают, потому что орляк намного вкуснее и полезнее. И вот кочедыжник женский как раз-таки пахнет, знаете, поганками. Вы ни с чем не перепутаете его запах, если сорвете рахис и понюхаете. Не пахнет он грибами, он совершенно точно пахнет болотом и какой-то вот поганкой, в отличие от орляка, который пахнет прям такими съедобными грибами. Вот смотрите, какое интересное место здесь на болоте. Здесь растет и орляк, и рядом растет вот этот вот самый кочедыжник женский. Как их легко отличить, вы можете увидеть и сравнить. Валь, как ты думаешь, съедобный папоротник?
Ну что, друзья, возвращаемся к нашему папоротнику, который мы принесли из леса. Папоротник орляк традиционно заготавливается на Дальнем Востоке, и вообще он растет на всей территории России. Также наша страна является экспортером папоротника орляка в Китай и Японию. Если вы вдруг встретите на полках в другой стране упаковку папоротника орляка, вы точно убедитесь в том, что собран он в России. Его квасят, маринуют, жарят, варят, делают с ним множество разных вещей. Единственное ограничение – это то, что папоротник орляк нельзя есть в свежем виде. Он содержит вещество, а точнее канцероген птаквилозид, который опасен для здоровья человека, а также разрушающий витамин В фермент тиаминаза. Но при термической обработке полностью уходит канцероген птаквилозид, а тиаминаза содержится в таком количестве, что только если вы будете есть орляк ежедневно и в больших количествах, она может как-то сказаться на витамине В в вашем организме. Я же предлагаю вам просто сходить в лес и разочек хотя бы попробовать в своей жизни приготовить орляк, чтобы понять, какой он на вкус. Запах у него, я уже говорила, грибной, но теперь мы будем его пробовать. Первый способ его подготовки состоит в том, что папоротник, конечно же, моют. После того, как вы его принесли из леса, его нужно хорошенько вымыть. Молодые рахисы, крепкие, прочные, но на них вот в этих вот чешуйках, которые мы с вами видели, да, скапливается мусор. И, собственно, сами чешуйки тоже при мытье отделяются в воду. Есть способ с замачиванием в соленой воде на сутки, но я предлагаю вам самый простой вариант для первой пробы рахисов орляка. Это сварить орляк в соленой воде. На вкус будет напоминать грибы. Можно пожарить их на сливочном или растительном масле. Можно добавить репчатый лук и оценить на вкус этот необычный дальневосточный деликатес. На самом деле папоротник орляк не только вкусный, но и полезный. В нем содержится много белка, витаминов, микроэлементов, а также вещества, которые снижают холестерин и благоприятно действуют на эндокринную систему. Поэтому хотя бы один раз в жизни попробовать его стоит. Не бойтесь, он совершенно безопасен и уже веками используется у азиатов в качестве весенней зелени. И он очень похож на спаржу по приготовлению. Кстати, можно приготовить его точно так же, как спаржу, с чесночком, с лучком, обжарив на сковороде или сварив. Давайте приступим. Ну что, я подготовила вот такую кастрюльку. Отправляю туда 2 вот такие ложечки соли. Промываю рахисы, смотрю, чтобы они были чистенькие. Срезаю у них вот эту вот нижнюю часть, потому что она у меня уже заветрилась. И отправляю рахисы в воду. Все, отправляем рахисы папоротника орляка на плиту, для того, чтобы они сварились. И, кстати, перед замораживанием, если вы планируете использовать их в течение года, их тоже нужно обязательно отварить и только потом отправлять в морозильную камеру. Прошло 30 минут, папоротник орляк сварился, он не перестал быть хрустящим, очень интересным и похожим на спаржу. Бульон нам нужно вылить, а сам папоротник мы отправляем в холодную воду. После того, как мы отварили рахисы папоротника и остудили их, промыв в холодной воде, я предлагаю сделать следующее. Первый вариант. Вы можете сложить их в контейнер и заморозить на зиму по принципу спаржи. Использовать их в омлетах, использовать в супах и во вторых блюдах. А если вы хотите прямо с грядки, скажем так, оценить их вкус, берем папоротниковые рахисы и добавляем их в сковороду. Я здесь предварительно обжарила порезанный полукольцами репчатый лук на топленом масле. И теперь сюда же отправляю папоротник. И сейчас мы обжариваем папоротник вместе с луком до золотистой корочки. Вот, друзья, специально снимаю поближе, как выглядит готовый наш с вами папоротник орляк. У него сохранились вот такие вот целенькие рахисы. И сейчас будем с вами вместе его пробовать. Что я хочу сказать про папоротник орляк, который мы с вами сегодня готовили. Вот такие вот небольшие рахисы были отварены мной в подсоленной воде и потом обжарены вместе с луком на топленом сливочном масле. На вкус они очень похожи на грибы. Как и говорилось ранее, и запах, и вкус у них очень насыщенный, грибной. Но вместе с тем хрустящая консистенция вот такой вот весенней зеленушки. Если его не пережарить и не переварить, то он получается очень-очень вкусный,
хрустящий и интересный. Раз в год весной, думаю, стоит попробовать. Теперь вы знаете, как это правильно сделать, и главное, сделать это безопасно. Мои искренние рекомендации.